В глуши, где сосны ведут безмолвный диалог с ветром, а воздух напоен ароматом хвои и влажного мха, жил Игорь. Он давно променял городскую суету на уединение в старом доме у леса, и единственным его верным спутником была немецкая овчарка по кличке Рич. Каждое утро пес уходил по своим собачьим делам в чащу и неизменно возвращался с каким-нибудь трофеем, будь то особенно интересная палка или затерянная кем-то рукавица. Игорь привык к этим маленьким ритуалам и редко придавал им значение, но однажды утренний подарок Рича оказался иным. В его пасти был не потрепанный мяч и не шишка, а камень. Неприметный, покрытый землей, но явно привлекший внимание собаки. Игорь, улыбнувшись, бросил его в сторону сарая. «Геолог из тебя, брат, так себе», — проворчал он добродушно. Однако на следующий день история повторилась. И еще через день. К концу недели у сарая выросла небольшая пирамида из камней, 8 штук. Все они были разными. Одни тяжелые и темные, с острыми гранями, другие более легкие, с причудливыми прожилками. Игорь начал присматриваться к ним внимательнее. Его житейский опыт подсказывал, что собака — существо практичное, просто так таскать булыжники не станет. Пес принес 11-й по счету камень. В тот день Рич не просто бросил свою находку и побежал по своим делам. Он уселся рядом и, задрав морду, издал настойчивый, короткий лай, подзывая хозяина. Камень был необычным, красноватого оттенка, и когда Игорь, наконец поддавшись любопытству, отмыл его от грязи, он увидел, что внутри, под слоем породы, тускло мерцает что-то, похожее на металл. Это заставило его насторожиться по-настоящему. На следующий день он показал находку соседу Сергею, бывшему инженеру, который вечно возился с приборами. Тот покрутил камень в руках, повертел на свету и вынес вердикт: похоже на минерал. А может, и шлак от какой-нибудь старой плавки. «Где твой пес это откапывает?» Услышав, что за оврагом, Сергей оживился. А не махнуть ли нам туда в субботу с металлоискателем?» В назначенный день они двинулись по едва заметной тропе, которую Рич знал как свои 5 пальцев. Пес, чувствуя важность миссии, вел их уверенно, лишь изредка оглядываясь, чтобы убедиться, что хозяева не отстали. Через 20 минут он остановился у старого, разлапистого можжевельника и начал рыть землю. Из ямы торчал плоский камень. Металлоискатель пискнул. «Здесь металл», — сказал Сергей. Под мхом нашли проржавевшую проволоку и обугленные обломки. Игорь почувствовал странное беспокойство, будто под землей скрыто нечто большее. Той ночью Игорь не сомкнул глаз. Он достал все камни, принесенные Ричем, и принялся изучать их при свете настольной лампы. Некоторые были испещрены мелкими, словно искусственно нанесенными царапинами, на других следы резца. Он забрался в интернет, листая старые геологические форумы и краеведческие сайты. Случайная заметка натолкнула его на след. В конце 1950-х годов в этих местах сгорела охотничья избушка. Визит в местную библиотеку прояснил детали. Хижина принадлежала охотнику-одиночке по имени Матвей Сомов. Он был странным, замкнутым человеком, постоянно что-то копал и собирал. После пожара его тело так и не нашли. Расследование набирало обороты. Рич, как будто чувствуя, что его миссия еще не завершена, принес новый ключевой артефакт — камень, к которому был прилип маленький, проржавевший кусочек металла с едва читаемыми цифрами 557. Сомнений не оставалось. Собака ведет их по чьему-то старому следу. Игорь выложил фотографии камней на специализированный форум.
Ответ от знатоков был быстрым и ошеломляющим. Это гранатовая порода, высокая вероятность, что здесь есть рубины. Сомнений не оставалось. Рич нюхом чуял не просто камни, а драгоценности. С новыми силами и более серьезным оборудованием Игорь и Сергей вернулись к можжевельнику. После нескольких часов кропотливого копания лопата Игоря со звоном ударилась о что-то металлическое. Это был старый, проржавевший сейф, намертво вросший в землю и переплетенный корнями сосен. Вскрыть его стоило неимоверных усилий. Внутри, завернутые в истлевшую ткань и перевязанные бечевкой, лежали десятки камней. А под сейфом они нашли деревянный ящик, в котором в кожаных мешочках сверкали уже ограненные и отполированные самоцветы, гранаты, бериллы, передоты. Стало ясно, что Матвей Сомов был не просто охотником, а старателем-самоучкой, который, вероятно, нашел богатую жилу и погиб, не успев никому рассказать о своем открытии. Игорь отнес один камень ювелиру. Тот осмотрел под лупой и воскликнул: «Настоящий гранат!» Игорь отказался продавать. Теперь дело было не в деньгах. Дома он разложил 33 камня, отмечая место находок на карте. Получился неровный круг вокруг руин избушки, будто Рич шаг за шагом возвращал прошлое на свет. Через неделю специалисты нашли под пеплом остатки строений и обгорелый блокнот. На первой странице выцветшие слова «Камни». Завершить. Следующая неделя. Эксперты решили, что Сомов был самоучкой-геологом, возможно, мечтал открыть собственное месторождение. Игорь попросил назвать музейную экспозицию «Открытие Рича». В витрине стоял первый, самый тусклый камень, тот, с которого все началось. Через месяц позвонил мужчина. «Меня зовут Николай Сомов. Я внук Матвея». Оказалось, что семья все эти годы хранила последнее письмо деда, смысл которого до недавнего времени был для них загадкой. В нем были такие слова: «Если со мной что-то случится, я спрятал их у гряды, где сосновые корни раскалывают камень. Не продавайте все. Используйте часть, чтобы построить что-то лучшее. Остальное пусть останется в земле». Игорь выполнил волю погибшего старателя. Часть средств от оцененных и проданных камней он направил на создание фонда имени Матвея Сомова, который поддерживал студентов-геологов и экологов. А другую часть, те самые первые неограненные камни, он вернул земле, закопав их под той самой сосной, где корни, как и писал Сомов, раскалывали камень. Рич после этого почти перестал таскать камни. Свой долг он выполнил. Иногда Игорь смотрел на него и думал: может быть, животные действительно чувствуют то, что скрыто от нас? Может, они — настоящие хранители памяти, возвращающие прошлое тогда, когда мы готовы его услышать. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До новых встреч!